Мико V10 стоит 14,5 тысяч рублей, и при этом у него столько насадок, что они едва помещаются на столе. Есть даже гофрошланг. Заявлено 28 килопаскалей. Кот предусмотрительно спрятался. Удобное управление с нашим любимым пылесборником вертикального типа, а фильтрация такая же, как у более дорогих пылесосов. В чем подвох, если он есть, и почему Мико V10 стоит так дешево? Разберемся в фирменном обзоре Bestrovod. В красивой коробке с изображением пылесоса лежит тушка с защитной пленкой на торце, адаптер для зарядки, основная насадка с валиком, насадка для влажной уборки с установленной микрофиброй, запасная салфетка, сменная щетка для ковров, моторизованная насадка для мебели, насадка для деликатных поверхностей, гофрошланг, кисточка с разрезателем, кронштейн с креплением на саморезы или двухсторонний скотч, обычная щелевая насадка, 2 в 1 с откидной щетиной, для штор и мебели, надежная серебристая труба, съемное колено для уборки под мебелью. Руководство пользователя на русском языке. За исключением док-станций, комплектация такая же, как у Мико V15. Это аттракцион невиданной щедрости, учитывая, что весь комплект стоит меньше 15 тысяч, а заявленная сила всасывания 28 килопаскалей. Запасные фильтры на эту модель найдете на ягодках, а лучшие цены в телеграм-канале Bestrovod. Там же я выкладываю подборки и сравнения, результаты тестов и обновления рейтингов, а раз в месяц среди подписчиков разыгрываю какого-нибудь робота или вертикалку. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Ссылка в описании под роликом. Компоновка Мико V10 такая, как мы любим. Вертикальная колба с быстрой выгрузкой и пистолетная рукоять со вставкой типа Soft Touch, чтобы тушка надежно лежала в руке. Управлять можно одной рукой. Однократное нажатие на красную клавишу запускает мотор, а кнопка плюс-минус перебирает режимы. Всего их 3. Различить их можно только по звуку, индикация не меняется. Аккумулятор примыкает к моторному блоку. Не лучшее решение с точки зрения баланса, поскольку центр тяжести смещается вверх. Во впускном отверстии наблюдаем клапан, чтобы мусор не вываливался в воздуховод. Колба неразборная, но можно извлечь и почистить сепаратор. Фильтрация 5-ступенчатая. Мини-юбка отделяет крупные соринки. Сетка задерживает основную часть мусора. Микроциклоны, на дне которых оседает пыль. Губчатая прокладка перед моторным отсеком. И с обратной стороны HEPA-фильтр 12 класса. Задерживает 99,5% пылинок. От крышки отделить его нельзя, продувать не очень удобно, зато можно мыть под краном. Под рукоятью есть наклейка, можете изучить в стоп-кадре. Теперь переходим к насадкам. Насадка для пола с большими колесами для плавного хода по ковру. В основании шарнир с углами поворота порядка 140 градусов. Насадка должна хорошо маневрировать под столом. Впереди защитный бампер со встроенной подсветкой, чтобы видеть каждую соринку на полу. Ролики в углах не лучшее решение, они будут забиваться волосами. В раструб можно зарядить один из 2 инструментов. Валик подходит для линолеума и ламината. Щетка с чередованием щетины разной жесткости для ковров. Обратите внимание на металлическую вставку между колесами. С ней контактируют магниты насадки для влажной уборки. Она представляет собой фигурный бачок объемом 300 мл с прямоточной подачей воды на салфетку. Соединить насадки не составляет труда. Это тебе не стыковка Endurance. Что ты задумал? Стыковка. Насадка для мебели моторизованная с открытым раструбом и поворотной рамкой, чтобы лучше плавала по изгибам дивана. Основной инструмент – щетка с пучковой щетиной. На примере Мико V15 мы уже убедились, что она ничем не уступает фирменной щетке Xiaomi. Но больше всего мне нравится замочек, который открывается без монетки, отвертки и других приспособлений. Щелевая насадка с узким носиком стандартная, с перфорацией, чтобы можно было пылесосить диван. У широкой щелевой насадки есть особенность – откидные усы, которые сметают со стола мусор. Насадка для деликатных поверхностей компактная, с длинной щетиной по краям и с тканевой накладкой внутри. Хорошо собирает пыль с полированной мебели. Насадка с широким раструбом и тканевой полосой предназначена для штор, но можно и диван почистить, собрать пыль и мусор с поверхности. В гофрошланг заходит любая насадка, кроме моторизованной. В такой сборке Мико V10 превращается в автомобильный пылесос.
В удлинительную трубу, в сгибаемое колено и в патрубок пылесоса можно поставить любую насадку. Можно подобрать комбинацию, исходя из поставленных задач. В сборе с основной насадкой пылесос сравнительно легкий. 2,240 при среднем показателе 2,5 у большинства аналогов. Хороший аргумент, чтобы делегировать уборку жене, а самому заняться более важным делом. Качество сборки хорошее, элементы стыкуются с характерным щелчком. Вверху люфты минимальны, внизу более заметны, но все равно в пределах нормы. Переходим к тестам. На максимальной мощности батареи хватило на 11 минут. Показатель ниже среднего, но я рассчитывал на меньшее, учитывая емкость 2200 мАч. Я пылесосил ламинат во втором режиме, никуда не торопясь и спокойно убрал 80 квадратов. Вот как выглядит насадка после уборки. Валик практически чистый, но шерсть налипла на окантовку и забилась в опорные ролики. Их придется каждый раз чистить. Большие дома для Miko V10 не проблема, потому что у него быстросъемный аккумулятор. Можно в любой момент зарядить свежую батарею. Купить можно на маркетплейсах примерно за 5000 рублей. Шумит Miko V10 умеренно. 71-74 дБ в первых двух режимах. И до 82 дБ на максималках. Это средние показатели по меркам вертикальных пылесосов. Теперь самое интересное. Проверка мощности. На минималках анимометр фиксирует 10,5 метров в секунду, на средних оборотах 16,7, на максимальных 21,2. Скорость воздушного потока не самая высокая. Для сравнения, Miko V15 выдавал 26 метров в секунду. Для оценки силы всасывания используем механический и электронный манометр. В максимальном режиме всасывания цифры на приборе доходят до отметки 24,7, после чего срабатывает защита мотора, и он сбрасывает обороты. Чтобы получить итоговое впечатление о мощности всасывания, проводим щелевой тест. В первом режиме пылесос очищает щели до 4 мм. Во втором режиме берет 6 мм, хотя и не всплошную. В третьем режиме 10 мм. По итогу с щелями от 2 до 8 мм справился безупречно. Сантиметровую щель вычистил только посередине. Разрежение хорошее, но скорости немного не хватает. Отразится ли это на качестве уборки? Сейчас узнаем. Несмотря на холостяцкий уровень загрязнения, с ламинатом пылесос справился во втором режиме. 2 прохода на каждом участке, дополнительный вдоль стен и вуаля, стенд совершенно чистый. В пылесборнике весь мусор, включая песок, шерсть и крупу. На ковролине в режиме максимальной мощности понадобились те же 2 прохода. После первого за насадкой всегда остается пара соринок. Приходится возвращаться и подбирать их, а заодно немного повозиться у плинтусов. Несмотря на блок с подсветкой, передняя кромка узкая, и насадка подбирает соринки даже при фронтальном подходе к стене. Самое сложное испытание – мохнатый ковер. Поверхность Miko V10 убирает хорошо. Даже крупные соринки вроде наполнителя без проблем улетают в пылесборник. Но те, что провалились в глубину ковра, там и остаются. Чтобы достать их, пылесосу не хватает мощности, да и жесткости турбощетки тоже. После тестов на коврах на нее намоталось немного волос, которые можно снять разрезателем. Но помимо сухой уборки на полу, Miko V10 решает и другие задачи. С помощью швабры с салфеткой можно пылесосить и вытирать одновременно. Именно в таком режиме я убирал в квартире. Комбинированная насадка маневрена, она аккуратно обходит ножки мебели. Салфетка промокает быстро и за пару проходов вытирает кофейные пятна. Для профилактической протирки в самый раз. Усатая насадка. Полезная вещь, если нужно привести в порядок рабочий стол. Для этих же целей можно задействовать насадку с тканевой накладкой. Щелевая пригодится, если вы сверлили стену, хотите убрать между подушками дивана и в других труднодоступных местах. Насадка с узким раструбом сделана специально под размер подлокотников мягкой мебели. Кстати, она неплохо вытягивает пыль. Вот что удалось собрать буквально за пару минут. Хотя для таких целей лучше использовать мебельную насадку. Она прямо вгрызается в обивку, звук говорит сам за себя. Поработал 2 минуты, и вот результат. Уведите детей от экрана, иначе они не смогут заснуть. Страшный комок волос, внутри которого копошатся пылевые клещи. Я прямо вижу их невооруженным глазом. Подведем итоги. Miko V10. Упрощенная версия Miko V15. У него ниже мощность всасывания, нет дисплея и ток-станции.
При этом пылесос хорошо собран. В коробке аксессуары на любой вкус, включая мебельную насадку. Мико V10 удобен в управлении, пылесосит и вытирает пол одновременно. Качественно чистит поверхность ковролина, в том числе пристенные зоны. По системе оценки Best Robot Мико V10 набрал 65 баллов и занял 6-е место all-time рейтинга. Пылесос будет незаменимым помощником в домах с ламинатом, тонкими коврами и мелкой живностью. Отличное сочетание цены и качества. Актуальную версию рейтинга вертикалок выложу в телеграм-канале. Рекомендую туда заглянуть. А пока и до новых обзоров!